Hello, hello! I'm Angela, your personal guide through the city of Moscow. Thumb up my videos, subscribe to my channel, leave your comments. Guess what I'm drinking? It's not orange juice as it says. It's not beer, it's not Coca-Cola. Watch my video to know what Muscovite prefer to drink in hot summer. An Englishman goes to a pub, an American goes to a bar, and Russian also has place to go. Чебуречная. Чебуреки is deep-fried turnover filled with minced meat and onions. I am in a very atmospheric place where you can taste and smell the flavor of Soviet era. In this чебуречная serves not only чебуреки, but national dishes like окрошка, солянка, харчо, плов, салат оливье. Чебуречная hangouts turned into private English clubs where women don't go. Чебуреки is high-calorie food and Russian women always on diet, especially in summer. In ordinary чебуречная, there are only the male visitors, but this place is an exceptional. The mujiks, the hipsters, football street fighters, average people, families with the children can be seen in this place. I lived through the magazine Health of 1989. It is written here about dangers of alcohol drinking. Look at their happy faces and that pack of milk in front. Oh, looks like propaganda. But where else to assemble the Russian meal as not in чебуречная? I will eat up my чебуреки with the kvass. Oh, there is no my favorite brand of kvass here. But I know where it is, so I end up with my чебуреки and go there. Today I'm going on a tour of Ochakovo's brewery. Of course, Russia is known for vodka, not for beer. There are other leaders in this industry, such as England, Germany, Belgium, Austria, USA, and so on. But beer is in production for domestic market. Vladimir, here you are. I didn't expect to meet you here. I tell you from the start, I don't drink Russian beer at all. I'm here only for the sake of kvass. If you have a chance to visit Moscow or find a store selling Russian goods, don't hesitate, try kvass. And yes, I'm talking about beverage made of black or rye bread, if you have not guessed yet. Today is hot in Moscow, plus 28 degrees of Celsius, and I'm in the mood for kvass.
Ну вот мы с вами оказались на территории самого большого московского предприятия по производству натуральных напитков. Открыт комбинат был в 1978 году в преддверии Олимпиады 80. И вот тогда перед комбинатом стояла задача обеспечить всех гостей и участников Олимпиады прохладительными напитками. Сегодня главной задачей является возрождение традиционных русских напитков. И здесь выпускают несколько сортов кваса. Это традиционный кисло-сладкий квас, очаковский, который все знают. Это линейка квасов «Семейный секрет». В них входят белые пшеничные квасы с хреном, с черной смородиной и мятой. Это те самые квасы, которые раньше были распространены в наших деревнях. Они по вкусу сильно отличаются от того, к которому мы с вами привыкли. Они кисло-соленые, но именно такие квасы очень хорошо утоляют жажду, на них получается очень вкусная окрошка. Кроме этого, у нас есть еще единственный в мире детский квас-квасенок. Создавался он специально для детей, готовят его на основе традиционного русского кваса, но в него добавляют яблочный сок и натуральные экстракты трав. Кроме этого, здесь выпускают более 20 марок пива, медовуху. 1,5 года назад здесь была запущена линия по производству натуральных соковых смесей Гудини и соков и нектаров Джустим. О них мы сегодня обязательно поговорим, попробуем в конце экскурсии. Помимо этого, в состав Очакова входит еще южная винная компания, она находится на полуострове Тамань. И вот там выпускают около 15 сортов красных и белых вин. Кроме этого, Очаков выпускает лимонады сериях, тархун, экстраситро, грушевый сад и другие, а также слабоалкогольные коктейли, водку. Если мы будем говорить о том, когда же впервые появился квас, то ни один ученый с точностью не сможет ответить на этот вопрос. Дело в том, что история кваса насчитывает более 3000 летий. Квас служил еще и символом благополучия. Если дома был квас, это верный признак того, что в семье все хорошо и можно ждать гостей. Как хлеб да квас, так все у нас. А еще квас обладает уникальными свойствами. Он помогает восстановить силы после тяжелой физической работы, поэтому крестьяне всегда брали с собой кувшинчик с квасом. Квас помогает укрепить иммунитет, поэтому раненым солдатам во время войны, больным людям прописывали квас, чтобы они поскорее поправились. Это достаточно широко известный факт. Но вот такими свойствами обладает не каждый квас, а только традиционный русский квас, сваренный на основе 3 ингредиентов. Солода, как правило, брали ржаной или пшеничный солод, воды и закваски. И вот секрет кваса в закваске и кроется. Дело в том, что закваска всегда была двойная, и молочно-кислая, и дрожжевая. В качестве закваски брали кислый ржаной хлеб, так как там в диком виде были дрожжи, и обязательно какой-либо кисломолочный продукт. Вот дрожжи придает напитку газированность, а молочно-кислые бактерии отвечают и за характерную кислинку во вкусе, и за те полезные свойства, которыми квас обладает. Наверное, большинство из нас сегодня привыкло к темному квасу, и мало кто знает, что в старину квас был белым. Этот напиток сильно, как я уже говорила, отличается по вкусу, он кисло-соленый, но именно такой квас пили наши предки. И вот здесь на производстве удалось восстановить рецепты дореволюционных белых квасов. Для этого была создана этнографическая экспедиция, по итогам которой появились эти квасы. Вот здесь в экспозиции их можно видеть, они белые, мутного цвета, и у этого кваса есть небольшой естественный осадок. Дело в том, что этот напиток не фильтрованный, он только пастеризованный, срок хранения у него 60 суток. У нас несколько сортов, это и традиционно кисло-соленый, это и с хреном, достаточно ядреный для окрошки. Это с соком черной смородины и мяты. Вот иностранцы, которые к нам приезжают, называют его русская мохито. И в этом году появились еще 2 новых вкуса. Это домашний бородинский с тмином и кориандром и, соответственно, заварной. И сегодня на дегустации у нас будет с вами возможность познакомиться с этими квасами. Ну а пока я вас приглашаю отправиться непосредственно на производство. Квас бродит 48 часов. Затем также проходит фильтрацию и пастеризацию, но хотя квас может так же, как и пиво, быть нефильтрованным или не пастеризованным. На здоровье. Чин-чин.
It's tasty. It's good.